Всем привет! Здесь я хочу представить возможность реализации консоли для ретро-игр на Orange Pi. Собственно, для этого воспользуюсь апельсинкой серии PC, для которой настоятельно рекомендую приобрести систему охлаждения, включающую не только радиатор, но и вентилятор. Также понадобится microSD карта памяти объемом желательно минимум 8 ГБ, джойстик для комфортной игры, USB-шная клавиатура, чтобы выполнить первоначальную настройку или использовать ее вместо геймпада. Так как на Orange Pi имеется HDMI, то для вывода изображения на VGA при необходимости можно использовать такой переходник. Безусловно, потребуется источник питания на 5 вольт 2 ампера. Подготовив все необходимые компоненты, на SD остается записать дистрибутив со встроенными эмуляторами ретро-игр. К своему одноплатнику я подобрал парочку таких, а именно Retro Orange Pi, скачать который можно с текущего официального сайта, перейдя по представленному пути. Тут же имеется такая возможность и для указанных апельсинок, бананок и не только. Следующий дистрибутив – это Lacka, имеющий ряд отличий по сравнению с предыдущим, которые рассмотрим далее. Прежде развернем файлообраз системы Retro Orange Pi с помощью Etchy. В программе нужно указать путь к дистрибутиву, потом выбрать носитель, на который он будет инсталлирован, и на последнем шаге запустить установку, которая займет порядка 2-4 минут. Затем SD-шку устанавливаю в апельсинку, подключаю к интернету, который раздает роутер в локальную сеть. Подсоединяю джойстик, клавиатуру, HDMI кабель монитора и после этого запитываю от электросети. Таким образом происходит первый запуск Retro Orange Pi, созданный на базе операционной системы Ambien, которая сама основана в данном случае на Ubuntu. Тут же идет загрузка операционной системы Windows 3.1, полагаю, что в качестве виртуальной. Так, по окончании сразу предлагается настроить геймпад, что я собственно и делаю. Сохранив настройки, далее у меня появляется вот такое окно, где остается нажать старт. Конечно, можно воспользоваться клавишей, расположенной на апельсинке, позволяющей выключить ее, а затем, перезапитав, запустить обратно. В целом, Retro Orange Pi имеет достаточно большое количество эмуляторов консолей, а именно порядка 65. Но, возможно, в какой-то степени небольшим недостатком может быть наличие маленького количества предустановленных игр. Поэтому, для того, чтобы их добавить, я представлю один из возможных вариантов, а именно по локальной сети. В этом случае требуется установить IP-адрес апельсинки, что можно сделать, например, на компьютере, работающем в этой же локалке. Запустив данную программу, позволяющую сканировать сеть, удалось определить адрес. В моем случае это 192.168.1.52. Конечно, можно пойти и другим достаточно простым путем, посмотрев его при запуске Retro Orange Pi. Теперь открываю на рабочем столе Windows этот компьютер и в адресной строке через два обратных слэша прописываю айпишник одноплатника, после чего нажимаю Enter. Сразу отображается несколько каталогов, имеющих открытый доступ. Перехожу в ROMs, и тут каждая папка отвечает соответствующей консоли, исходя из названия. Собственно, остается поместить заранее скачанную игрушку, отвечающую своей приставке, что я сейчас и сделаю. Mortal Kombat закидываю в Sega, а в Mega Drive Battletoads and Double Dragon с черепашками ниндзя. Затем перезапускаю приставку, так как в этот момент происходит перечитывание игрушек на эмуляторах. Теперь зайдем в консоль Sega Mega Drive, и тут можем видеть, что новые игры присутствуют. Возвращаюсь обратно на один шаг и перехожу в консоль Sega 32. Здесь также находится загруженная игра. Для проверки я запущу черепашек ниндзя. В ходе загрузки появляется сообщение об ошибке логирования. В целом здесь нет ничего критичного. Подождав несколько секунд, процесс идет далее. И как результат, игра запустилась. Хочу сказать, что готовя это видео на несколько часов, я невольно залип в эти игрушки своей молодости, когда не всем еще счастливилось поиграть на цветном экране, а интернет находился в зачаточном состоянии. В это время в продаже были книжки с кодами и подсказками для прохождения игр. Ладно, вернемся к апельсинке и рассмотрим еще одну систему с эмуляторами, а именно Lacka, которую я развернул аналогичным образом, как предыдущую. Весь ее функционал располагается в главном меню, а процедура добавления игр практически схожая. Только здесь представлено большее количество расшаренных каталогов. Перехожу в папку Rooms, но тут какого-либо разграничения по консолям нет. Поэтому
Поэтому все заранее подготовленные игры можно скопировать сюда по сети. Вернувшись к одноплатнику, захожу в Load Content. Далее Storage, где и находим каталог, в который перекинули игрушки. Собственно, здесь их можем видеть. Для запуска достаточно выбрать желаемую и автоматически предлагается эмулятор, но также можно выбрать из приведенных вариантов. Хочу заметить, что на мой взгляд на этой системе игрушки стартуют быстрее. Полагаю, что не все юные поклонники World of Tanks видели и тем более играли в свое время достаточно популярные танчики, за которыми часы пролетали как один миг. Также, чтобы игры каждый раз не запускать идя таким путем, с помощью имеющегося в главном меню текущего раздела достаточно просканировать директорию, где они располагаются. Тогда их можно будет запустить из главного меню. Если сравнить Retro Orange Pi с Laka, то по мне графика слегка лучше в системе Retro. При этом дистрибутив Laka выделяется меньшим размером, что дает возможность использовать карту памяти небольшого объема. В текущем случае достаточно будет 4 гиговой. Эта же система обладает в какой-то степени достаточно удобной функцией, позволяющей загружаемые игры не распределять по каталогам. Безусловно, какую из них использовать, выбор остается за вами. Несмотря на указанные минусы Retro Orange Pi, она приглянулась мне больше. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.